Давайте сразу без приветствий, что изменилось за 8 лет с момента выхода первой части в 2010 году. Хочу сразу подчеркнуть, здесь только сравнение. То, чего не было в первой части, просто вообще не рассматривается. Всякие там пузыри грязи из-под ботинок, яйца коня, которые сжимаются на морозе и прочее. Модели текстуры. Главный персонаж второй части Артур Морган, в отличие от Джона Морстона из первой, обзавелся множеством мелких деталей. Да и сам он выглядит теперь более четче. Добавлены эффекты к одежде. Например, как вы видите, куртка теперь развивается на ветру. И шмотка, в принципе, более реалистичная. Впрочем, одежда 2010 года, как вы видите, тоже ее движение зависит от ветра. К шмоткам теперь добавили шляпу, которую можно уронить во время сражения, а потом ее придется искать и поднимать. Еще одно продвинутое новшество – это движение лошади. Сейчас это самая совершенная модель движения в игровой индустрии. Несмотря на то, что за последние 8 лет движения животных, в частности лошадей, в играх шагнули далеко вперед, Rockstar шагнула еще дальше. Теперь мы можем видеть даже движение небольших мышц и много прочих мелких деталей. Также лошадь может теперь пугаться громких звуков и хищников, и ей теперь нужно успокаиваться. Также теперь ее можно испачкать, например, кровью, и испачкать именно в том месте, где кровавая рана соприкасалась с ней. Изменилась анимация главного персонажа. Бегущий Джон Морстон был всегда таким чуток деревянным и негнущимся. Артур Морган же выглядит куда более натурально, когда бежит. Дальше. Текстуры окружающего мира. Здесь мы видим множество мелких добавленных деталей. Например, Земля теперь приобрела не только текстуры высокого разрешения, но и, вы как видите, всякие разнообразные элементы, и теперь выглядит куда более реалистично. Всякие крупные предметы, валуны, камни теперь тоже более натуральные и не сливаются с окружением. Даже железная дорога выглядит теперь лучше. В первой части, как вы видите, она лишь была наложена поверх текстур земли, а во второй она более органична с окружением. Например, вот вы можете увидеть, как она присыпана камушками. Освещение. Вторая часть очень отличается световыми эффектами. В первой части мы можем видеть некоторые мерцания, либо иногда было ощущение, что вы смотрите на солнце сквозь какие-то ветки. Во второй же части добавили динамичный свет и, как видите, уже куда более реалистичное освещение. Даже ночные сцены теперь выглядят очень реалистично. Например, теперь лунный свет отражается от окружения. Вы также можете видеть тень от лунного света. Качество теней также очень доработано. Как видите, в первой части края теней состояли из резких мерцающих кусочков. Во второй же, как видите, края размытые. Чем дальше тень от объекта, тем сильнее размытие. Спецэффекты. Здесь не все однозначно. Например, во второй части почему-то уменьшили движение и шевеление окружающего мира. Например, как вы видите, трава теперь не особо колышется. Качество растений во второй части, конечно, значительно увеличилось, но теперь они не особо-то как-то шевелятся и поэтому не так заметны. Пожалуй, это небольшой минус. Еще одно странное изменение – это взрыв динамита во второй части, который теперь как-то уступает тому, что было в 2010 году. В первой части динамит был громким и мощным. Во второй же части сама механика взрыва более реалистична, но выглядит не так эффектно. В первой части мы вот видим, как динамит поднимает массу земли и пыли. А во второй части он как новогодняя петарда. Нет теперь ощущения мощности. Во второй части отлично выглядят эффекты дыма. Также увеличена дистанция прорисовки тумана и облаков, и ко всему этому теперь добавлен динамичный свет. Особенно это красиво заметно ранним утром, когда можно видеть тонкие слои тумана. Теперь немного про локации. В первой части локации чаще были примерно такие вот: пустыня, жара. Во второй же части локации теперь абсолютно разные. Здесь и леса, и холмы, и утесы, и трава, все в изобилии. А в первой части из-за ограниченности вычислительных мощностей того времени чаще вот сухая пустыня. Хотя некоторые события первой части происходят в достаточно густых лесах, но это есть и во второй. А вот разница между заснеженными местами очень велика. Снег и всякие заснеженные места во второй части выглядят просто невероятно. Особенно всякие анимации на снегу, следы и прочее. Хотя высокое качество следов на снегу — это не новшество в игровой индустрии. Что-то подобное мы могли видеть еще в Assassin's Creed 3, которая вышла в 2012 году и которая выдавала нечто подобное. Но во второй Red Dead Redemption это выглядит нереально круче. Здесь каждое движение по снегу тянет за собой и протоптанную колею, и тонкий, еле заметный след с клубами как бы дымящегося снега. Также во второй части эффекты погоды выглядят теперь значительно лучше. Погода теперь больше зависит от того, в каком регионе вы путешествуете. В первой же части изменения носили некий почти случайный характер.
Благодаря динамическому свету погода теперь очень похожа на реальную. Теперь эффект воды. Возможно, как многие помнят, вода была большой враг Джона Морстона, убивая его почти же сразу, если он заходил слишком глубоко. К счастью, вторая часть позволяет игроку плавать, благодаря чему мы можем оценить теперь эффект воды. Впрочем, вода выглядит неплохо в обоих частях. Возможно, не так замечательно, как в GTA, но все же. Хотя во второй части, пожалуй, поверхность воды выглядит все же более продвинутой. Звуковые эффекты. А теперь давайте послушаем сравнение звуков в игре. Конечно, следует учитывать, что это не одинаковое оружие, но в общем в целом картину передает, и можно понять, что у нас со звуком. Кстати, напишите, пожалуйста, где вам звук больше понравился. По деталям, пожалуй, все. Как мы видим, Rockstar улучшила все аспекты, которые были в первой части. Хотя, лично мне, например, первая часть в 2010 году показалась более революционной для того времени. Но тогда еще не было GTA и сравнивать особо было не с чем. Далее, небольшое сравнение одинаковых мест и локаций, которые мы могли видеть в первой части, и теперь, как они выглядят в новой